Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала. Сегодня у меня для вас интересная жизненная тема для раздумий. Неважно, сколько вам лет, 10 или 60, эта тема касается всех, как детей, так и взрослых. Итак, короче говоря, нервными не рождаются, ими становятся. И помогают детям в этом их родители. Предисловие. Я бы, может, и не начинал эту тему. С этой проблемой жили в 80-е, в 90-е, живут и сейчас. Но, по моему мнению, эта проблема только увеличивается. Ничего в обществе не меняется в лучшую сторону. По моему мнению, эта тема очень важна. Ведь так любят говорить: какие родители, такие и дети. И часто так говорят в негативном ключе. В этом есть доля правды. Но дети в этом не виноваты. А на них с малых лет чужие люди ставят клеймо. Их родителям часто все равно. Им было, есть и будет все равно, что происходит с ихним чадом. Этим детям чужой человек не поможет. И соседи по многоэтажке, которые через день слушают скандалы между родителями, им тоже не помогут. Послушают, на лавочке обсудят и живут дальше. Судьба ребенка никому не интересна. Интересно шоу. Бесплатное шоу. Исходя из всего вышесказанного, я сделал видео, где пытаюсь подробно объяснить, какую гадость часто делают родители своим детям и кто часто с таких детей вырастает. Приятного просмотра, мои дорогие. Да, именно так. Проблемы в семье очень часто, еще в раннем детстве, делают ребенка неуравновешенным. Именно проблемы в семье очень часто являются тем, что переживает ребенок. Хотя ему 1000 раз родители говорят, что это его не касается. Но, увы, касается. Еще как касается. Ребенок – это не домашний питомец. Он все видит и все понимает. А знаете, что самое плохое? Он все берет на себя. Он не понимает, чего его любимые родители ругаются. Ведь все так хорошо, и оба родителя такие любимые. Дети очень переживают, если такое поведение родителей становится регулярным, неокрепшая психика ребенка ломается. Именно проблемы между родителями в первую очередь ломают жизнь ребенка. Начинаются проблемы в обществе, в школе. Как вы думаете, что из этого ребенка вырастет к 18-20 годам? Я вам расскажу. Слушайте, взрослые дети. Это очень интересно. Это наша жизнь. Ребенок, у которого систематические проблемы между родителями, становится очень нервным. В будущем у него есть два основных пути поведения. Итак, начнем. Первый путь. К 10 годам такой ребенок в обществе становится очень запуганным. С такого все смеются, обижают его в школе, дают клички. Очень часто в школе такого ребенка доламывают, добивают свои же одноклассники. Никому не важно, что у него дома годами проблемы и что он очень хороший человек. Это не важно. Просто общество таких не принимает. Спасибо его родителям. А вот второй путь. Ребенок пытается поднять свою самооценку на улице. Он очень рано уходит из-под контроля родителей. Рано начинает пить и курить. В компании часто пытается показать свое превосходство над сверстниками. Но стоит такому один раз дать отпор, и все. Он больше не полезет. В глубине души такой человек большой трус. Часто является шестеркой в обществе. Лезет только к детям слабее себя. Часто жалуются. У таких детей
Тоже сломана психика, их забирает улица. Она их учит. Родители часто и не знают, что происходит с их ребенком. И неважно, мальчик это или девочка. И неважно, по какому пути дальше пойдут дети. Будут на себя брать проблемы родителей, либо пойдут на улицу искать там авторитетов среди сверстников. В нормальной, относительно спокойной, сбалансированной семье авторитет для ребенка – это родители. Именно на них он хочет быть похож, и именно от них он хочет взять основные положительные черты. Не забывайте это, ведь все мы раньше были детьми. А бывают семьи, где родители живут вместе ради ребенка. В доме ругня через день, каждый сам по себе, но вместе для ребенка. Скажите мне, пожалуйста, что дадут такие родители своему чаду? А есть ситуации, где в семье один из родителей неуравновешенный, то ли отец изверг, то ли мать истеричка. В итоге, запомните, один из родителей мучает годами второго, а второй, тот, кого мучают, срывается на ни в чем невинном ребенке. Срывается просто так, бьет, обижает, ругается, кричит. Просто ему после скандалов некуда выплеснуть эту отрицательную энергию. Вот и изливает все на ребенка. Я не буду говорить за родителей алкоголиков, за неблагополучные семьи. Я сейчас говорю за среднестатическую семью. Я пытаюсь объяснить, что очень часто деньги не важны. Не важны заработки родителей. Причину для скандала можно высосать из пальца. А ребенок все слышит, все видит и, главное, все чувствует. Его психика разрушается. А как вам случаи, где ребенок, слушая скандалы родителей, прячется в шкаф, ховается в туалете, а ребенку 6 лет? 6. Знаете, сколько таких случаев? А когда родители в драке случайно задевают ребенка, ах, как хочется закричать. Одумайтесь, ведь потом никакие извинения не помогут. Хоть на колени становитесь, не поможет. Потому что все уже там, в ребенке, в его сознании. Ведь он не жил своей жизнью, а жил вашей жизнью. Вашими проблемами, вашими скандалами он переживал. А на развитие в обществе у него не было ни сил, ни желания, ни времени. Ведь вместо того, чтобы заниматься самореализацией, ребенок каждый вечер молился: «Только не ругайтесь, любимые мои папа и мама, будьте умнее, будьте мудрее». Делитесь этим видео с друзьями и родственниками. И если вы этим видео сбережете психику хоть одного ребенка, если вы сбережете хоть одну семью, вы сделаете большое благо. Ведь дети не рождаются нервными, их такими делают. Я вас всех очень люблю. Я уверен, что эта тема очень полезна для каждого из вас. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом всем. Я уверен, у многих из вас в жизни были подобные ситуации. Давайте будем умнее, будем мудрее и не будем совершать ошибок. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч, мои дорогие. Я вас всех очень люблю. Будьте счастливы. Будьте любимы. Не ругайтесь. Любите друг друга.